Она, как обычно, с чашкой кофе стояла у окна и наблюдала за прохожими. Дворник в это время всегда подметал. Он это делал очень тщательно. Ольга Сергеевна всегда удивлялась. Он такой красивый, статный мужчина. Как так могло произойти, что он вел бродячий образ жизни? Каждое утро, ровно в 7, она видела его силуэт, медленно двигающийся по аллее парка напротив ее дома. Огромная метла в его руках казалась продолжением его тела, словно древко копья в руках умелого воина. Ольга Сергеевна, успешный редактор глянцевого журнала, не могла оторвать взгляд от этого загадочного человека. Однажды, в особенно промозглый осенний день, она решилась подойти к нему. «Доброе утро», – сказала она, протягивая ему термос с горячим чаем. Мужчина поднял глаза, и Ольга Сергеевна замерла. В его взгляде читалась такая глубина, такая боль, что у нее перехватило дыхание. «Спасибо», – тихо ответил он, принимая термос. Его голос, хриплый и низкий, казалось, был создан для того, чтобы читать стихи Бродского холодными осенними вечерами. С того дня их утренние встречи стали традицией. Ольга Сергеевна узнала, что его зовут Андрей, что он когда-то был успешным архитектором, но жизнь сыграла с ним злую шутку. Развод, алкоголь, потеря работы, и вот он здесь, подметает листья в городском парке. Шли недели, и Ольга Сергеевна все больше погружалась в мир Андрея. Она стала приносить ему книги, теплую одежду, домашнюю еду. А однажды, когда на город обрушился сильный ливень, она, не раздумывая, предложила ему остаться у нее. Эта ночь изменила все. Андрей рассказывал ей о своих проектах, о мечтах, которые он когда-то похоронил. Ольга Сергеевна слушала, затаив дыхание, и чувствовала, как в ее сердце расцветает что-то новое, яркое, пугающее своей силой. Прошло полгода. Андрей, благодаря поддержке Ольги Сергеевны, вернулся в профессию. Его талант, долгое время дремавший, вспыхнул с новой силой. Он выиграл крупный тендер на реконструкцию исторического квартала. Его имя снова зазвучало в профессиональных кругах. Ольга Сергеевна не могла нарадоваться его успехам. Она влюбилась, впервые за долгие годы позволив себе быть уязвимой. Каждый вечер они гуляли по набережной, держали за руки и строили планы на будущее. Но судьба готовила им новый поворот. На одной из вечеринок, посвященных завершению проекта, Андрей познакомился с Алисой, молодой журналисткой. Ольга Сергеевна заметила, как изменился его взгляд, когда он смотрел на эту девушку. Она узнала этот взгляд, так когда-то он смотрел на нее. Прошло еще несколько месяцев. Андрей все чаще задерживался на работе. Все реже они проводили вечера вместе. Ольга Сергеевна чувствовала, как он отдаляется, но не могла ничего сделать. А потом наступил тот день. Андрей вернулся домой поздно вечером. Его глаза блестели, но не от выпитого алкоголя. «Нам нужно поговорить», – сказал он. И Ольга Сергеевна поняла, что это конец. Он ушел на следующее утро, оставив после себя лишь аромат дорогого парфюма и разбитое сердце. Ольга Сергеевна стояла у окна с чашкой остывшего кофе и смотрела на пустую аллею парка. Там, где раньше работал Андрей, теперь был другой дворник, пожилой мужчина с добрыми глазами. Она вздохнула и отвернулась от окна. На столе лежала рукопись ее нового романа. История о любви, потерях и новых начинаниях. История, которую она прожила сама. Ольга Сергеевна села за стол и начала писать. Она, как обычно, с чашкой кофе стояла у окна и наблюдала за прохожими. Дворник в это время всегда подметал. Он это делал очень тщательно,